Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, а это значит, что вы на канале Moto Maximus. И сегодня у нас на обзоре очередной ERP и теперь ERP под номером 5. Тем, кто только что попал на это видео и на этот канал, напоминаю, что мы начали серию обзоров армейских ERP. Начали мы с 7-го ERP. В первом видео я объяснял вообще всю логику того, почему я разбираю эти ERP, их состав, их вкусовые какие-то моменты. После был 6-й ERP и теперь ERP номер 5. Итак, пока я распаковываю 5-й рацион, тем, кто не видел предыдущие видео, могу сказать, что если вам непонятно, что здесь происходит, предлагаю посмотреть вот это видео, с него все началось. Там мы разбирали рацион питания под номером 7, а после магазин Резерв 116, у которого есть свой аккаунт в моем любимом магазине AliExpress, предоставил мне на обзор все ERP с 1 по 6 включительно. И вот в прошлый раз был 6-й ERP, сегодня 5-й ERP. Распаковываем, смотрим, чем отличается. Ну и попутно, конечно же, буду рассказывать о всех вкусовых моментах и моментах сравнения с предыдущими ERP. Внутри все точно так же. Картонная коробка, которая достается при необходимости, закладывается обратно. Тут тот же самый тетрапак. Да, и напоминаю, что эти ERP у нас изготовитель ООО Мценский мясоперерабатывающий комбинат. ERP под номером 5. Итак, смотрим, что внутри. Так же, как и в предыдущем, в 6-м ERP, у нас с вами 3 напитка Любава. Концентрированные напитки, быстрорастворимые. У нас с вами армейский шоколад в такой же камуфляжной упаковочке. Разогреватель портативный. Напомню, да, что в принципе вещь пригодная, но я пользуюсь газовой горелкой, так как это удобнее делать и быстрее. Дальше идут наши любимые и знакомые по предыдущим ERP 3 пластиковые ложки на, соответственно, 3 приема пищи. Напомню для тех, кто первый раз меня смотрит, что этот ERP, как и все другие, рассчитаны на одни сутки и рассчитаны эти ERP на 3 приема пищи в течение дня. Дальше у нас идут 3 таблетки Аквабриз. Вы помните, что каждая таблетка может убить всю вредоносную микрофлору в 1 литре воды. Соответственно, 3 литра воды вы можете привести в чувство, если вода непонятного происхождения, из родника, из лужи, может быть, мало ли какие условия. К пластиковым ложкам идет также 1 пластиковый нож. Идут наши любимые 4 упаковки галет. Соответственно, галеты армейские. Из муки первого сорта, из муки высшего сорта. Напомню, что вот эти вот посветлее галеты, они мне больше нравятся с чем-то с чаем, с чем-то сладким. А вот эти серые галеты, они напоминают как раз-таки серый хлеб. И их вкусно употреблять с какими-то первыми блюдами, с салатами, с чем-то с таким. Идет жевательная резинка в камуфляжной упаковке, 10 дрожжей. Годная жевательная резинка, такая же, как и в предыдущих ERP. Вот сразу вижу, что другие спички. Спички влага-ветрозащищенные, используются для поджига вот этого сухого горючего, который идет в комплекте с разогревателем. Тут упаковочка вот похожа на ту упаковку, которая была в 7-м ERP. Кто смотрел, согласитесь, вот она уже напоминает. Ну, такая поприятнее упаковка, чем была в 6-м ERP. Дальше у нас идут для таких сладкоежек, как я, 3 сахара, 3 упаковки сахара, соответственно, тут в комплекте будет чай, кофе, это для этого. Напомню, что пакетики такие добренькие, и в каждом пакете 2, может быть даже 2,5 ложки сахара. Сахар песковой, соответственно, белый. Идет у нас кофе растворимый, гранулированный, и к этому кофе сливочки, мой любимый тандем, с утра это прям милое дело. Также идет, как и в прошлом, в 6-м ERP, БАД, биологически активная добавка или поливитаминка, как мы ее называем, вот в такой вот фольгированной упаковке. Дальше идет мое любимое повидло яблочное с галетами, с чаем. Это прям вкуснятина, друзья, очень советую. Так же, как в предыдущем ERP, у нас с вами идут 3 влажные салфетки для дезинфекции рук. Как раз 3 ложки, 3 приема пищи, 3 влажные салфетки. Соль и перец по вкусу, соответственно, чтобы добавить. Соли тут прям так добренько насыпано. Также у нас с вами тут 3 салфеточки бумажные. Вот есть 3 влажные, 3 бумажные. Прям красота, друзья. Можно
и руки и до протереть, и после. Ну, это приятно на самом деле. Вот эти мелочи, они все и делают этот ИРП универсальным. Напомню, что за что он мне понравился. Ты вот его за ручку схватил, кинул в машину или в кофр мотоцикла или в рюкзак и пошел. Ты прекрасно понимаешь, что на сутки, а в моем случае я этот ИРП ем иногда 1,5 суток или 2 суток, ты обеспечен всем необходимым, с голоду не помрешь. Итак, переходим, друзья, к консервам. Паштет нежный, точно такой же, как и в прошлом ИРП. Вкусно, с галетами, с утра, с чаем, просто замечательно. Тут идет, друзья, а тут у нас уже идет икра из кабачков. Если в шестом ИРП у нас с вами были овощи перетертые, то здесь у нас икра из кабачков. Вот она мне нравится намного больше. Ну, я думаю, это вкус детства, все ее любят. Дальше у нас идет сыр плавленый. Напомню, что в этой партии сыр мне понравился больше, чем в моих 7 ИРП. Он вроде как понежнее. Идут мои любимые две консервы, которые можно легко перепутать. Да, вы видите, они одинаковые. Но дело в том, что вот здесь находится нежнейшее пюре из яблок натуральное, очень сладкое, вкусное. Знаете, на что похоже? На детское питание. Такое прям, вкуснятина. А здесь находится шпик соленый консервированный, который, понятное дело, на большого любителя. Я его практически никогда не использую. Иногда немного использую для разогрева первых блюд, которые идут сухие, в брикетах. Я вам их покажу, в каких они будут ИРП. Но чаще всего я ее выкидываю. И последняя малая консерва. Это фарш колбасный любительский. Напомню, он на самом деле, видать, любительский. Я вначале не обратил внимания на это название, но в прошлом обзоре я вам говорил, что этот фарш мне, допустим, понравился, а моему товарищу нет. Сказал, гадость, есть не стал. Ну и переходим к самому основному, к 3 первым блюдам. Коробка пуста. Нет, друзья, прошу прощения. Коробка не пуста. Тут еще 2 чая. Соответственно, у нас 1 кофе, 2 чая, 3 пакетика сахара. Про чай чуть не забыл. Чай тоже имеется. Вот теперь коробка пуста. В ней номенклатурка. Кому хочется почитать, пожалуйста. Ну и идут первые 3 блюда. Давайте, поехали. Давайте начнем вот с этой. Это прям классика. Говядина тушеная. Консерва годная. Знаете как? Вот чтобы не перехваливать ее, скажу честно. Тушенку я пробовал и вкуснее. Но вот сколько раз я пытался найти идеальную для себя тушенку, вечно мне с ней не везет. Вроде купишь одного производителя, вроде неплохо, попробовал, классно, скушал где-то в путешествии, думаешь, класс. Приехал, 2-3 банки еще взял, открываешь, она совершенно другая. Тут все стабильно, одна тушенка от другой практически не отличается, я имею в виду, если вы разные ИРП будете брать. Она вкусная, но, скажем так, вот бывает и вкуснее. Но однозначно, если вы ее возьмете и, допустим, возьмете галеточку и вот сыр плавленый, вы останетесь довольны, консерва очень и очень вкусная. Дальше у нас идет, вот это блюдо, скорее всего, подойдет вообще всем, безоговорочно, это гуляш с картофелем. Сочная, вкусная картошка, прям как домашняя. Вот честно, вот это блюдо, оно первое из всех ИРП, которое я могу назвать максимально приближенное к домашнему вкусу. Я имею в виду, что у каждого из нас, конечно, дома готовят по-разному. У меня, допустим, 2 женщины в семье. То, что готовит мама, и то, что готовит жена, и то вкусно, но вкусы отличаются. Сколько хозяек, столько вкусов. Но вот именно гуляш с картофелем напомнит вам о еде, приготовленной, если не дома, то где-то, наверное, в какой-то очень доброй, вкусной столовой. Голосую за гуляш с картофелем, однозначно да. И вот это блюдо, пошли те блюда, которые будут нравиться лично мне в первую очередь больше всего. Рис с курицей и овощами. Объясню почему. Потому что я безумно люблю все, что связано с куриным мясом. Если передо мной в любом месте, в каком-то ресторане или же в столовой стоит выбор между, допустим, блюдом из говядины и блюдом из курицы, в 90% случаев я выбираю блюдо из курицы. Нравится мне это мясо, прекрасно оно усваивается моим организмом, поэтому вот эти консервы, я буду их для себя держать всегда в приоритете, потому что куриные блюда я очень люблю. А что касается вот этих 3 блюд, они все сочные и дополнительные, ни воды не требуют, ни шпика соленого консервированного точно не требуют, поэтому вот из 5-го ИРП я бы вообще это убрал. Но для тех, кто любит, может быть, шпик употреблять прямо с хлебом,
Пожалуйста, приятного аппетита. Так что, друзья, вот такой вот обзорчик. Постараюсь в дальнейшем их делать более короткие, потому что, по сути, был первый, 7-й обзор. Он был прекрасный, развернутый. Мы прям поговорили с вами обо всем об этом. А теперь я буду исключительно показывать, что в каждом ЭРП. И если где-то будут какие-то изменения, я вам буду об этом говорить. В прошлом ЭРП я сказал, что будут меняться вот эти 3 блюда в основном. А вот это практически всегда будет оставаться неизменным. Так оно и есть, вы это видите. Ну вот, допустим, только есть небольшие изменения. Допустим, тут появилась икра кабачковая, ушли овощи перетертые. Вот. Я, допустим, за кабачковую икру больше голосую, мне оно нравится. ИРП 5 однозначно ставлю ему 5 с плюсом, он этого заслуживает. Так что, друзья, если он вам понравился, смело можете его заказывать. Ссылочку на продавца, как всегда, в описании. Ну что, друзья, давайте подытожим этот обзор. Признаюсь честно, после каждого обзора разыгрывается аппетит, и, пожалуй, пойду-ка я что-нибудь из этого съем. Ну а вам, друзья, я желаю питаться вкусно и правильно. Ну и, конечно же, путешествуйте. И всем добра!